А с чего ты взял, что вообще кому-то нужно то, что ты делаешь? Всем по барабану на тебя, и все тебя презирают на самом деле. Обесценивание – это один из самых эффективных и основных способов для провокации и для манипуляций. И обесценивание нацелено на то, чтобы собеседник начал хуже относиться сам к себе. Потому что в этом случае человеком легче манипулировать, ему легче навязывать какие-то свои цели. Такой человек хуже отстаивает свои личные границы. Он слабее, когда хуже относится сам к себе. То есть, какой формат манипуляции мы имеем? Для того, чтобы мне человеком сманипулировать, воспользоваться, что-то ему внушить, чтобы он действовал в моих интересах, для того, чтобы завербовать его, мне нужно для начала прощупать его ценности, прощупать его слабые места, на что он опирается, чтобы я понимал, на что воздействовать точечно, чтобы он поддавался на провокации, чтобы он терял устойчивость в случае чего, и я для него был очень важен. И как ни странно, для того, чтобы прощупать человека, для того, чтобы подготовиться к обесцениванию, лучше всего подходят комплименты. То есть манипулятор хвалит человека за разные ценности, за разные критерии, за разные проявления и калибрует эмоциональную реакцию. Там, где человек включается, там, где человек реагирует, там, где человек, может быть, плывет, там и есть значимые для него критерии, значимые ценности, значимые психологические опоры. То есть прощупываем все подряд. Хвалим человека за тачку, за изысканный вкус, за какие-то побрякушки вещи, за одежду, за стиль, за знания, за искусство речи и так далее. И смотрим, на что он откликается. И сужаем весь перечень, что на человека влияет. И через некоторое время мы понимаем, какие у человека ценности, какие у человека опоры, какие у человека значимые критерии. На какие темы с ним можно разговаривать, на какие темы его можно вербовать и на какие темы его можно обесценивать так, чтобы он потерял устойчивость. При этом еще происходит так называемая эмоциональная вербовка. То есть, если жертва или если собеседник в обычной жизни очень редко испытывает такой эндорфиновый приход от манипуляций, от такого обволакивающего внимания, где ему говорят, какой он исключительный, какой он замечательный, у него буквально гормональный приход. То есть манипулятор здесь подсаживает свою жертву, своего собеседника на гормональную, на эмоциональную иглу. То есть, напомню, гормональные иглы у нас основные 4. Это серотонин, эндорфин, допамин, окситоцин. Каким образом происходит такая эмоциональная гормональная вербовка? Ты самый крутой, ты исключительный, ты здесь, ты в этой компании светоч, на тебе держится вся компания, или в этом заведении ты самая прекрасная, или у тебя здесь самая крутая тачка и так далее. Ты самый, серотонин, серотонин, серотонин. Если человек ведется на серотониновую иглу, на серотониновый приход, мы продолжаем до тех пор, пока человек не дойдет до такой верхней точки, не насытится, не напьется этим серотонином. Это будет выглядеть как человек очень удовлетворенный и гордый собой. Если человек серотониновый наркоман, мы говорим про то, какой он исключительный, что он самый крутой на районе. Эндорфин. Просто приятно. Какая же ты красивая, какой ты замечательный, какой ты мужественный, какой ты умный и так далее. То есть ты хороший, похвала, комплименты. Человеку хорошеет, он расплывается. Как ты много знаешь, какой ты замечательный, какая у тебя улыбка прекрасная, какие же у тебя глубокие глаза, я прямо в них тону. И так далее. Эндорфин. Допамин. Гормон предвкушения. Мы с тобой на Хэллоуин рванем на вечеринку, или я тебя увезу в Геленджик или в Монако, куда-то увезу. Мы с тобой рванем туда-то и будем с тобой, например, ездить
по Калифорнии на Форде Мустанге с открытым верхом и так далее. То есть в будущем у нас с тобой планы крутые, крутые, крутые. Лучше здесь уже говорить про те категории, на которые собеседник включается. Соответственно, допамин, 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 и он с этого допамина не слезет, потому что это гормон предвкушения, это как открытый гештальт. Он не расслабится до тех пор, пока либо не проедется с вами в Форде Мустанг с открытым верхом, либо не поймет, что это были пустые слова и манипуляции и так далее. Главное здесь это подсадка на иглу. Ну и окситоцин – это гормон обнимашек, гормон близости. Ты, как никто другой, понимаешь меня. Я прям чувствую, как мы близки. Мне так близко то, о чем ты говоришь, я чувствую тебя самым родным человеком на свете. Ты действительно свой или своя. Никого, кроме тебя, ближе у меня нет. И так далее. Окситоцин, окситоцин, окситоцин. И здесь, если манипулятор дает какую-то исключительную дозу, либо даже коктейль из этих гормонов, то происходит такая эмоциональная, гормональная подсадка. И дальше, если мы говорим про манипуляции, если мы говорим про вербовку, происходит, как и во всех вербовках, шаг назад для того, чтобы психика человека, которая уже привыкла, которая уже никогда не смирится с тем, что вот этого вкусного коктейльчика больше не будет, она подастся вперед. То есть ближе, дальше, качели, как в газлайтинге. Как в газлайтинге, как в вербовке по ценностям. Я даю исключительную дозу и делаю шаг назад для того, чтобы дернуть, для того, чтобы подсечь человека. Когда рыбка начинает объедать червячка на крючке, нужно ее подсекать. То же самое здесь. Манипулятор хвалит, комплименты, эндорфин, серотонин, окситоцин и так далее. И шаг назад, дозы меньше, дозы мало, такое искреннее. Куда? Он же самый замечательный. То есть манипулятор здесь становится дилером. Он подсаживает на себя. Первая доза бесплатна и так далее. То есть помимо того, что манипулятор исследует слабые места и психологические опоры, еще происходит такая вербовка и небольшое расшатывание. Человек начинает сосредотачивать на тебе все свое внимание. И здесь в самый ответственный момент происходит самое болезненное. Это как раз обесценивание, это удар. Удар нацелен на то, чтобы пробить тебя, пробить жертву свою, пробить собеседника, которым он захочет манипулировать. То есть я исследую, куда бить, параллельно я завербовываю себе, человек становится немножко зависимым от меня, и дальше происходит удар точечный в самое болезненное место, в психологические опоры, в ценности, в слабые места. Если человек очень зависим от того, как, например, его профессионально оценивают другие, я буду говорить вообще, а с чего ты взял, что вообще кому-то нужно то, что ты делаешь? Да ты никто, на рынке куча таких, как ты, и ты будешь 150-м. Бах! Или если человек, например, висит на крючке одобрения других, всем по барабану на тебя, и все тебя презирают на самом деле. Что ты можешь предъявить, за что тебя можно уважать и так далее. Бам, удар. И дальше, в основном, манипулятор, который делает это осознанно, после пробития, после того, как человек испытал невыносимую боль и уже падает, манипулятор в основном подхватывает на ручки. Это и есть цель. Зачем весь этот спектакль был разыгран? Пробить и падающего человека подхватить на руки. Когда человек уничтожен, он потерял свои границы, он раскрыт, у него кровоточат раны, такой манипулятор надевает на себя любящую улыбку, подхватывает на ручки и говорит: ну я-то тебя понимаю, ну я-то тебя не брошу, давай, ты же наш. Давай, включайся, вот у нас здесь команда, мы здесь работаем, мы здесь кастрюльки продаем, или пылесосы какие-нибудь продаем, или куда-нибудь бежим чего-нибудь достигать. То есть
Это излюбленная техника, это излюбленный спектакль, который происходит как в отношениях для того, чтобы человек стал твоим по факту, как в профессиональной сфере, например, в бизнес-среде при вербовке, когда у человека есть свое мнение, когда человек, например, отстаивает свои границы, говорит, что ему там деньги нужно платить за что-то и так далее, то некоторые люди пробуют пробить человека и потом поймать в свои ручки и сказать: ты мой самый замечательный, ну я-то тебя люблю, я-то тебя не брошу. Давай, иди мой посудку, давай, уберись в комнату, и все будет хорошо, мы пойдем, и я тебе дам потом мороженку. Что могу в этом плане посоветовать? Во-первых, осознание этой многоходовки уже может настораживать, когда к этому подходит история. Имейте в виду, поток комплиментов, который чрезвычайно превышает что-то обыденное, может быть во зло, во вред. Просто будьте аккуратны. Плюс это ваши ощущения, потому что человек ощущается по-другому. То есть психопат, нарцисс, манипулятор, абьюзер, боевой нелпер и прочие замечательные товарищи, когда они применяют техники, они чувствуются по-другому. Ты не чувствуешь тепло и искренности всего человека. Ты как будто бы своим вниманием обращаешься к человеку, а чувствуешь пластмассовую мимику. И вроде бы со стороны все очень похоже, но ты как будто бы фильм смотришь. Наши зеркальные нейроны в этом плане – это лучший барометр, лучший компас, что происходит. Если вы очень хорошо чувствуете тепло человека, человек теплый, вы просто на эти ощущения можете опираться, то, скорее всего, может быть, это все искренне. Но если вы чувствуете холодок, если вы чувствуете какое-то притворство, если за всем этим антуражем прохлада и вакуум, вы как будто бы проваливаетесь в человека, то имейте в виду, чувства не врут. Самое важное, на что мы можем опираться, а иногда даже единственное, на что мы можем действительно опираться, это на наши ощущения. Наши ощущения. Не чужие слова, чужие отношения, наши ощущения, даже если нас расшатывают. И в любом случае, даже если вы все это видите, вы все равно уязвимы, потому что если ваши глаза и уши открыты, вы не можете полностью защищаться от манипуляций, поэтому в любом случае выстраивайте свои опоры сильнее. То есть, если вы, например, по поводу себя знаете, что для меня ценность – это подтверждение моей профессиональной квалификации, усиливайте эту я-концепцию, усиливайте эту опору. Каким образом? Очищайте ваше самомнение, вашу самооценку от чужих оценок и опирайтесь только на факты. Допустим, по поводу профессиональной реализации у меня образование. 1, 2, 3, 4 курсы, 1, 2, 3 специализации, 5, 6, 7, 8 клиентов, столько часов личной работы, тысяч, столько и так далее. Я на это могу опираться, потому что эти факты никак вообще не зависят от внешней оценки. И это делает меня абсолютно устойчивым, как неваляшка. Мне скажут, что да я ничего не умею. Я так немножко отклонюсь и вспомню, да нет, умею. Столько-то людей вытащены из депрессии, столько-то людей с травмами, столько-то людей мне говорили спасибо, жизнь изменилась и так далее. И я в этом устойчив, меня в этом уже не срубить. И так далее. То есть, если вы чувствуете, что где-то вы можете просесть, где-то вы под чужой оценкой замираете, усиливайте данную опору фактами. И если вдруг вы обнаруживаете, что на каких-то темах, в каких-то ситуациях вы проседаете, вы вываливаетесь в стыд, вы дестабилизируетесь эмоционально, это звоночек на терапию, это звоночек на то, что, возможно, есть невротические реакции, это звонок о том, что, возможно, есть какой-то эмоционально недопрожитый опыт, внутренние какие-то конфликты, от которых лучше освободиться, чтобы быть более свободным, более гибким, более теплым, более сильным, более автономным и более таким опорным. И вас тяжелее будет обесценить. От обесценивания вас это никак не защитит, но обесценивание станет для вас переносимым.
и жизнь уже будет более комфортная. С вами был Антон Махновский. Берегите себя. До новых встреч.